Привет всем! Еду здесь довольно в небольшом трафике, так как к нам едут не только со всех постсоветских стран в наш маленький Вашингтон, но и из других штатов. У нас на работу добираться стало еще дольше. Но сегодня, я не знаю, праздник что ли какой-то, где все люди. Еду я на один интересный объект. По заставке уже, наверное, поняли, что едем мы в дом бедных иммигрантов. Пришлось мне полистать календарь, посмотреть, когда я там был последний раз. Это было 4 января. Ну, мой светофор был. Объект это дядя Лешин. Дядя Леша там, как говорится, работает. Кроме того, это его родственники. Почему так долго затянулось? Потому что они очень часто меняют. Что-то выбрали, что-то решили, потом сделали, а потом передумали, все поломали, разобрали. Это, конечно, чуть-чуть оттягивает все дальше, дату завершения работы. В общем, так, сейчас приедем, посмотрим. Такой будет маленький отчет. Там буду работать, не знаю, что я буду снимать, нет. Так что так, оставайтесь. Практически все осталось так, как мы оставили в прошлый раз, только все было в снегу. Наш трейлер. Мишаня уже здесь. Такой вот симпатичный домик. Так, доски. Так, посмотрим. С первого лица, как говорится. Что-то тут не сильно. Мишаня? Ты где? Ага. Внизу мы уже заканчивали. Но походу опять что-то переделывается. Там постоянно все переделывалось. Сейчас посмотрим. Что такое? Опять переделки? Кстати, вот соскучились по Мишане. Где Мишаня? Мишаня здесь. Мишаня никуда не делся. Мы здесь уже в принципе закончили. А теперь вот это делаем. Опять все перешпаклевали, я смотрю. Лампочки опять. Да ну. Так, тут за меня уже кто-то сделал. Я говорил, что я буду делать. А вот тут пришлось нанять человека. И вот сделали. Сейчас смотрю, окна нет. Вот такая вот работа здесь. Ну, в принципе неплохо. Да. В принципе, неплохо положили. Наверное, будем нанимать так иногда ребят. Ну да, неплохо. О, купили новую крышку. Надо было ее не ставить. Смотрю, понасверлили новых дырок здесь. В общем, меняют постоянно. Ага. Меняют постоянно, да. Ну, ничего не поделать. В общем, сегодня делаем. Это вот стандартные. И туда ставятся такие вот, не знаю, где-то валяется, да, старая? Вместо этих надо эти поставить. И поставили вот такие вот. Им не понравилось. Теперь ставим вот такие. И они вышпаклевываются И красится под цвет потолка. Под цвет потолка, да. Так. Ну, конечно, круто будет смотреться. Ну. Так.
Здесь, как кто помнит, работали. О, я смотрю, здесь насверлили дырок. Да, дядя Леша, конечно, устал все эти переделки делать. Так, здесь мы красили гараж. Но я не снимал. Так получилось. Так. Это первый объект, который мы здесь сделали. Сделали гараж. И вот они сюда положили свои вещи. Индюки там, да? Где? Здесь вот такая, высоченная дека классная. Батут сделан. Где они там? Здесь же еще 3-й этаж. Здесь, короче, вообще тоже все разбомбили. Ой-ой-ой-ой. Кто смотрит канал, видели, здесь была стенка, здесь такой камин стоял, здесь была стенка. Теперь здесь все открыто. Здесь будет большой душ. Так вот здесь, кстати, все перестроили. Здесь был такой вход с угла. Теперь вот такой здесь вход. Это все шкаф. Это все место для вещей. Такое немаленькое. У меня такая комната. Такая вот хорошенькая спальня. И у них даже свой балкон. Такие вот дела. Работа, конечно, скучная сегодня. Надо будет эти дырки всякие позакрывать, которые повырезали. Электрики, позашпаклевать их. В общем, снимать я такое не буду, потому что неинтересно. Такие вот дела. Ух ты, какая тяжелая. С Мишаней поднялись на 3-й этаж. Показать потолочек какой здесь. Вот так вот. Скажу вам, здесь тепло. Довольно. Вот так все здесь выглядит. Без всяких наворотов. Хотя дом дорогущий. Потом вот будут насыпать. Вот это старое. Потом будут насыпать новую. Что вот так. Может быть, даже эту придется убирать. Специальный пылесос. Такие дела. Так вот выглядят трассы. Чисто металлические пластины с зубцами. И они держат, считай, все. Любые нагрузки. Да, Мишаня? Да. Как вам погодка? Шепчет. Шепчет, шепчет. Наняли красильщиков красить дом. Они сейчас подготавливают дом, моют его под покраску. Дом, кстати, будет черный. Просто черный дом. Чуть не уронили лестницу в бассейн. Когда-то я этим занимался. Эй, не трожь черешню! В такую жаркую погоду этим самый раз заниматься. Да, цвет дома будет черный, все будет черное, наличник вокруг окон и на углах все будет черное. Не знаю, я красильщику сказал, чтобы держал хотя бы неделю, оставил для нас, чтобы перекрашивать. Мне кажется, что покрасят дом и захотят перекрашивать. Не знаю. Черный цвет. И может быть и красиво, но не практично. Будет очень нагреваться. Не знаю, посмотрим.
Сейчас еду на другой объект и расскажу, что там. Это дом в лесу. Сегодня получается день, отчетный день. Увидимся уже там. Приехали мы в дом в лесу. Какая здесь тишина и покой. В общем, завешали гипсокартон. Так, здесь уже бетон залит. Давно уже. Мы вот с ребятами здесь уплотняли землю, компактали. Вот кусочек видео. Гипсокартон уже завешали. Так все выглядит. Печка здесь стоит. Вода. Все в уровень с полом. И в уровень еще залить здесь вот парковку. И вообще супер. В общем, вот так выглядит завешенный дом. Это туалет. Так вот выглядит спальня. Кстати, вот получается до сих пор модно. Кто-то меня спрашивал, модно ли еще так делать. Получается, еще делают. Это вот в спальне будет дверь на улицу и 2 окна по бокам. Вон наш Бобик спрятался там. Так вот будет туалет. Здесь будет ванна. Когда был только фрейм, непонятно. Сейчас все более понятно. Здесь вот раковины. Вот это вот душ. Пришлось потолок опустить, потому что там идут печка. Вот это, скорее всего, будет полка. Надо будет вырезать. Здесь туалет. Это гардеробная. Ничего интересного. В общем, я приехал, потому что завтра здесь будут уже шпаклевщики шпаклевать в полный рост. Так, я отсюда зашел, но здесь вот получается постирочная. Здесь туалет. Здесь какая-то вот интересная у них будет. Не знаю, что это будет у них. Здесь вот кухня. Ага. Окна очень большие. Здесь pantry. Это комната, в которой продукты хранятся. Камин. Еще раз повторюсь. Окна с мой рост. Я 185 сантиметров. Вот такие вот дела. Все готово к шпаклевке. О, какое окно. Это просто замечательное окно. Че я приехал? Я приехал, чтобы сделать вот это. Так вот, 2-й этаж. Дело в том, что будешь шпаклевать, и хозяину не нравится, что оставили открытый, туда мусор падает. Надо закрыть сейчас. Там уже, кстати, мусор валяется. Получается 1, 2. Рулетка до сих пор здесь. Сюда надо закрыть. Такая комнатка. В принципе, неплохая. Не знаю, почему нет окон. Надо будет позвонить дяде Леше, узнать. Ванна. Еще одна комната. И кто-то вот хотел, спрашивали, как будет здесь. Ну, на данный момент еще пока закрыли только пенопластом. Будут здесь вот убрали стенку одну. И будет вода, по идее, уходить в ту сторону. И здесь вот сделали такой waterproof. В общем, не знаю, как все будет. Пока еще все так.
Здесь заложили половым плайвудом толстым, трехквотерным. И сверху. И положили пенопласт. Здесь все будет как-то закрываться. Уже сюда улетел мусор. Ну, мы обычно все равно их пылесосим. Но теперь мы их закроем. Вот так вот и строятся дома в Америке. Получается, идет просто плайвуд, как такой сэндвич. Строится фрейм, на него набивается плайвуд. Стекловата идет между досок, потом идет гипсокартон. И когда делают сайдинг, прибивают сюда пароизоляцию, и на нее уже делается сайдинг. Вот так вот строятся здесь дома. Вот так вот. Все завешали гипсокартоном. Такие дела. Все, закрутил все печки. Теперь завтра буду шпаклевать. Так что вот так вот такой вот денек. Немного так, отчет от 2 объектов. Так что вот так. Всем спасибо. Всем пока.